Игра. Welcome to the family, son. Она может быть веселой и увлекательной, а может быть зловещей и жестокой. All of your legs have been chained together at the ankles. Пока одни пытаются обвинить игры во всех проблемах и пытаются сжечь геймеров на костре, другие пытаются отвлечься от рутины, погружаясь в виртуальные миры, либо геймифицируя окружающую действительность. Сегодня мы обсудим, что же такое игра и почему она может быть как добром, так и злом. Судя по популярным источникам, это инстинктивный способ получения и развития навыков людьми и животными в момент отсутствия непосредственной угрозы для жизни. Характеризуется тенденцией к повторению и отсутствием целей как мотива к удовлетворению физиологических потребностей. Мне еще нравится вот такой вариант описания. Игра — это тип осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в ее результате, а в самом процессе. Окей. Но опуская всю умную терминологию, которую еще нужно осмыслить, сразу начнем с примера из детства. Не вашего детства, конечно же, а, например, вашей собаки, в дальнейшем именуемый щенок. Когда вы играли с вашим щенком, пока у него были маленькие острые зубки, вы наверняка вскрикивали от того, что ваш питомец не рассчитал силу, вгрызаясь в вашу ручку, после делая очень удивленное лицо, смотря на то, как вы орете. Вот именно в момент этой игры он учился рассчитывать силу, тренировался, социализировался. И чем взрослее становился, тем реже вы кричали. Так как если бы он не мог рассчитать силы, будучи взрослым, вы могли бы не только начать кричать, но и искать потерянные пальцы. Уж у взрослой собаки на это хватит сил, даже у самой маленькой. И по итогу, что значит для щенка игра как с людьми, так и с сородичами? Это социализация, общение, физическая нагрузка, обучение и, конечно же, положительные эмоции. Ведь нельзя сказать, что игра в данном примере это что-то плохое и что может привести к проблемам. Нет. Конечно, в определенных ситуациях играми мы можем доставить себе определенные неудобства. Как, например, игра с кошкой. Рукой под одеялом. Впоследствии чего любой ваш беспокойный сон может восприниматься как игра. А следствие – крики, царапины на ногах, летящий кот через всю комнату и другие ночные шалости. То есть игра – это всего лишь инструмент, а то, как он применяется, это совершенно другой вопрос. Сейчас такая тенденция чуть что обвинять игры во всех бедах, особенно делая акцент на их жестокости. При этом забывая, что в детстве эти обвинители играли в намного более жестокие и опасные игры в своих дворах, что порой приводило к печальным последствиям. А уж как были рады их родители, когда к ним прибегал в слезах и соплях травмированный ребенок. Не будем забывать про обучение. В детских садах и школах достаточно грамотные преподаватели обучают детей посредством игр, как можно сильнее вовлекая их в процесс обучения. А в вузах посредством простых игр с несложными правилами преподают сложные вещи и сталкивают студентов со сложными ситуациями, в которые попадали люди на протяжении десятков лет. А все это работает намного эффективнее методов. А ты пойди и выучи. По одной простой причине. В процессе обучения посредством игры вкладывается не только время, знания и усердие, но и положительные эмоции, заинтересованность в процессе, практический опыт, который они получают, применяя свои знания в условиях игры. Я думаю, каждый помнит красочный опыт из курса физики или химии, который демонстрировал вам преподаватель. А в идеале давал вам попробовать повторить эти опыты, рассказывая в подробностях о том, как они применяются в реальной жизни. И сомневаюсь, что вы очень хорошо помните курс математики, который вы зубрили только для того, чтобы сдать экзамен. Конечно, это только пример, и касается он не всех. Но думаю, каждый может вспомнить в своей жизни момент, когда его обучали в процессе игры. И скорее всего вы даже помните, что вы изучали в тот момент. Поговорим немного о здоровье. Во многих странах уже давно используют видеоигры как метод реабилитации при различных расстройствах и депрессии. Также активно применяются VR-игры во время реабилитации после травм или хронических заболеваний. Ведь намного комфортнее подвигаться под динамическую музыку в Beat Saber, разбивая летящие в твою сторону объекты, получая при этом позитивную отдачу от правильных действий, чем лениво пройтись по беговой дорожке, смотря в стену. Но вы скажете: Так чего заперлись дома? Пусть идут на улицу, играют в футбол. Я думаю, вы не отправите вашего ребенка со сломанной ногой играть в футбол. Кроме шуток, также не стоит забывать о людях с ограниченными возможностями, которые благодаря созданным под ним контроллерам могут вести более разнообразную жизнь. Ну и ключевой момент, который я бы хотел подчеркнуть, что мир меняется. Когда-то мы играли с палками и камнями.
потом перешли на мячи и другой инвентарь. Потом пришла эра консолей. Сейчас все больше мир захватывает мобильные устройства. И продолжаются другие эксперименты в индустрии развлечений. А что нам это говорит? А то, что сменяются поколения, а вместе с ними развиваются и их окружение, способы общения и многое другое. How do you do, fellow kids? What? И сейчас человек предпочтет вечером посидеть с друзьями, играя в онлайн-игры, чем пойти поиграть в футбол. По многим причинам. Например, в больших городах люди склонны отдыхать друг от друга по вечерам, так как на работе общения более чем хватает. А для кого-то это финансовый вопрос, так как досуг в интернете и досуг на арендованном поле – это существенная финансовая разница. Может, это возможность пообщаться с людьми или друзьями на другом континенте. Кто-то интроверт и не любит большие сборища, проводя свободное время в боксерском симуляторе в VR-пространстве. И масса других уважительных причин, из-за которых они выбирают такой досуг. Вот да ладно, ни хера себе, вы видели? Вот видели это? А как же книги? Это ведь намного полезнее. Конечно, не будем забывать и про подобные аргументы. Но хоть книги и несут в себе знания, мудрость и способы воскрешения мертвых, но сомневаюсь, что это касается каких-нибудь популярных сегодня романов. My inner goddess has stopped dancing and is staring too, open-mouthed and drooling slightly. Hear it the way it was meant to be heard. Так что в большинстве случаев это такое же развлечение. А люди предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления, получая удовольствие от более доступных вещей. А ведь игры – это замечательный повествовательный инструмент, который позволяет не только рассказывать и показывать, но и принимать участие в процессе. Да и отсутствие развития книг тоже откладывает свой отпечаток. Явно человек предпочтет поиграть в какую-нибудь визуальную новеллу, которая его заманила хорошим трейлером, чем в книжку с пустой обложкой, которая говорит ровным счетом ничего о ее содержании. А ведь в той же самой новелле текста может быть намного больше. И уже давно могли бы хорошие книги делать полноценные трейлеры. Но это уже не тема этого канала, так что об этом мы можем порассуждать в комментариях. Почему игры стали спортом? Как их можно сравнивать с тем же самым футболом? Но тут все намного проще. Спорт – это игра. И как бы вы ни спорили, сомневаюсь, что когда вы звали своих друзей в детстве играть в футбол, вы говорили: пошли спортом займемся. Соревнования, спортивные мероприятия, дуэли и так далее имеют в себе игровую основу, но это не отменяет того факта, что они могут в себе иметь глубину и определенную жестокость. Например, шахматы. What the fuck? Это непростые правила, стратегическое мышление, попытки предугадать ход соперника. И это все тоже спорт. Раньше это было высокоинтеллектуальным соревнованием, о котором писали во всех газетах. Чемпионы по шахматам блистали на обложках журналов, и о них говорили по радио. И фразы в духе «шахматы – это не спорт» могли привести к хорошему удару шахматной доской. А в наше время шахматная доска уступила место клавиатуре. И я не говорю, что нет игр, которые отупляют и разжижают мозги. Но игры, которые становятся киберспортивной дисциплиной, имеют намного более глубокую и сложную структуру правил, чем может показаться на первый взгляд. Это можно сравнить с игрой ребенка, который в файтинге тыкает на все кнопки, чтобы победить, и игрой человека, который подходит осознанно к процессу, запоминая комбинации, планируя бой, тренируя реакцию и полноценно готовясь к соревнованию. На первый взгляд тот же футбол смотрится как пинание мячиком толпой мужиков. Не сразу можно понять правила игры, но то, сколько трудов игроки вкладывают в игровой процесс, не стоит недооценивать. В игру можно превратить любой процесс. Даже простая прогулка с собакой может быть немного увлекательнее с геолокационными играми. Ты можешь ходить по своему городу ловить покемонов, а можешь убивать чудовищ, проводя намного больше времени на открытом воздухе. Есть полноценные квесты по городу, которые помогут узнать свой город с новой стороны. А можно геймифицировать рабочие процессы в компании, введя соревновательный момент или потенциальные награды, что может увеличить мотивацию сотрудников. И многое другое, что опять же показывает, что игра – это инструмент, и нужно правильно его применять, удовлетворяя человеческие потребности в соответствии с текущими обстоятельствами. Давайте теперь кратенько подведем итоги и поговорим наконец об отрицательных примерах. Игры помогают нам расти, учиться, развиваться, расширять кругозор, общаться и многое другое, при этом получая удовольствие от процесса и вовлекаясь в него с головой. Это один из самых универсальных инструментов, который только может быть. И для его использования не нужно ничего особенного, всего лишь правила. Но, к сожалению, все чаще этот инструмент используют, чтобы манипулировать желаниями игроков и как можно крепче прикрепиться к вашей банковской карте. И, конечно же, мы постоянно наблюдаем это в мобильном секторе, так как у нее самая большая аудитория, и в ней навсегда укоренилась такая модель монетизации, как free-to-play. Эти игры прощупывают почву, испытывая игроков рекламными баннерами, лутбоксами, акциями, премиальными вещами,
pay to win и многими другими методами, о которых подробнее как-нибудь расскажу в другом видео, о котором, я надеюсь, ты попросишь меня в комментариях. А все для того, чтобы найти людей, которые называют китами и дельфинами. И зачастую это игроки, которым сложно себя контролировать. Иногда их называют игроманами или зависимыми. Такие люди спускают кучу денег в подобных играх. И в лучшем случае не начинают влезать в долги, подсев на условную игровую иглу. А где чаще всего раньше обитали подобные игроки? В казино и им подобных заведениях. Но иногда это достаточно богатые люди, которым потратить 10 тысяч долларов на игру все равно, что в магазин сходить. И повредить их карману подобные развлечения не могут. Такова основная цель бесплатных игр, которые постоянно находятся в топах продаж. А самые страшные из них — это гиперказуальные игры, которые имеют одну аддиктивную механику, не напрягающую мозг от слова совсем. Конечно, в большинстве своем подобные игры зарабатывают показом рекламы более крупных проектов, так как в подобных играх навряд ли найдется контента, в которых можно вложить десятки тысяч долларов. Сейчас вовсю идет борьба с аддиктивными механиками по типу лутбоксов и гачи. К сожалению, не в нашей стране. Но я прекрасно понимаю, что желание зарабатывать никуда не уйдет, и просто все трансформируется во что-то новое и более сложное. Как от казино мы пришли к онлайн-казино и к подобным механикам. Но это вопросы будущего, о котором можно также пованговать, но в другой раз. Не будем также забывать, что игры могут использоваться по-разному. Например, рассказывать альтернативную точку зрения, или в худшем случае ее навязывать. Но тут уже все зависит от сознательности человека и возрастных ограничений для игр, что во многих странах работает неоднозначно, включая нашу. Где в ТВ-программах блюрят зажигалки, что скоро люди перестанут понимать, откуда берется огонь. Страшно представить, что будет, когда они доберутся до игр. Конечно, я сильно утрирую, и все нам покажет только время. А что касается самой распространенной претензии к видеоиграм, относительно вызываемой агрессию игроков и переносимой жестокости из игр на реальный мир, то это полный бред. Игры не могут быть первопричиной по нескольким пунктам. Ненависть и агрессию в людях вызывают очень многие комбинации ситуаций и обстоятельств. Предательство, оскорбление, унижение, эксплуатирование и многое другое, что накапливается внутри человека, откладывая свой отпечаток. И от этого в большинстве случаев люди не могут никуда сбежать. Многие находят для себя видеоигры способом выплеснуть эмоции, пережить какие-то ситуации. Возможность найти собеседников, с которыми, возможно, никогда не увидишься, и с которыми можно поговорить о очень многом. А различные интриги и неприятные ситуации в видеоиграх — это менее болезненные эмоции, чем те, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни, которые намного проще пережить, а в крайнем случае уйти от них, просто выключив игру. Дав себе время успокоиться, понять, простить и забить. А в ситуациях, когда люди доходят до крайностей, должно быть больше вопросов к окружающим, которые ничего не замечают, и специалистам, которые не очень хорошо диагностируют возможные проблемы. И на этой не очень приятной ноте мы, пожалуй, закончим. Надеюсь, этот ролик поможет взглянуть на определенные проблемы и вопросы с другой стороны. И все вышесказанное сугубо мое мнение, не претендующее на истину последней инстанции. И конечно же, я жду тебя в комментариях, где с радостью обсужу с тобой этот вопрос более подробно. Спасибо тебе за то, что досмотрел этот ролик до конца. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, что сильно поможет развитию канала. Не забывай также показывать этот ролик своим друзьям, которых это может заинтересовать. И хорошей тебе игры. Дальше будет интереснее. Всех благ. What?